Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит и куда сейчас двигаются рынки, а также какие движения сегодня предполагаются по ключевым активам: нефти, золоту, серебру, рублю, доллару, евро и другим активам. Так, друзья, давайте начнем с того, что было с утра. Сегодня с утра вышел индекс деловой активности в секторе услуг в России, он меньше предыдущего. Соответственно, это говорит о том, что на текущий момент за апрель месяц особо позитивных изменений в сфере услуг не произошло. Так, ну вот сегодня ЕЦБ озвучивал свою позицию и ключевые тренды. Сейчас мы посмотрим, как это отобразилось на евро и что по нему ожидать. В Соединенных Штатах падает число первичных заявок по безработице. Ну, вообще Штаты, конечно, смотрятся очень и очень выгодно по сравнению с другими странами в текущей ситуации. Так, но если смотреть мировую повестку, то сейчас все умы волнует два момента. Первый момент, с одной стороны, вроде кажется достаточно нелепый, с другой стороны, крайне неприятный и имеющий далеко идущие негативные последствия, это нехватка чипов. Как-то вот незаметно все происходило, развивались компьютерные технологии, процессоры становились все более и более сложными, больше процессоров на 1 квадратный микрон или нанометр. И незаметно подошли к нанометровой толщине процессора, пластины. И, соответственно, здесь уже производство становится очень сложное, очень энергоресурсно емкое. Такой завод стоит от 20 миллиардов долларов построить с нуля. И здесь еще плюс ко всему процессор, сама процедура создания процессора, это не является, ну скажем так, достаточно быстрым действием. То есть один процессор, он создается в течение от 1 до 4 месяцев в этом диапазоне. Потому что пока там выкристаллизование происходит, обработка, потом какое-то время ожидают, когда закрепятся эти самые PN-переходы, которые возникли в полупроводниковой среде. Вот. И поэтому здесь есть все основания для того, чтобы в какой-то момент все люди внезапно остановились и подумали: вот блин, вроде же они везде, эти полупроводники, кремниевые пластинки маленькие, но тем не менее возникла такая ситуация, когда их острый нехваток. Как следствие этого проблемы в автомобилестроении, ну само собой компьютеры, комплектующие начинают постепенно дорожать и скорее всего будут дорожать еще больше. И вообще все, потому что человечество подошло к такой точке, когда оказалось, что разве только в спичке нет микропроцессора. Ну и текущая ситуация, она, конечно, дает очень большие бонусы и возможности для тех компаний, которые производят полупроводники или планируют расширять или начинать какие-то исследования и производства. Да, постоянно идут разговоры о создании квантовых компьютеров, но на практике пока полупроводники рулят. На самом деле это, конечно, первая история. Вторая история более занятная даже, чем первая. Она заключается в том, что Байден предложил убрать патентную защиту вакцин. Ход, конечно, очень интересный, и он очень спорный и многогранный. Потому что, с одной стороны, действительно, если это представляет очень большую важность для сохранения жизни людей и вообще в мире, то, конечно, такие вещи должны быть доступны без всяких условий какой-либо патентной защиты. Здесь даже вопрос не гуманизма, а в принципе здравого смысла. Но сами посудите, если гуляет такая эпидемия, такой мор, то вообще о каких патентах на вакцины можно говорить? Но есть другой момент. Во-первых, фармацевтика, особенно современная, она вся построена вокруг патентования. И, соответственно, если убрать вот этот стержнеобразующий элемент с вакцин, где гарантия, что завтра не скажут: а давайте мы, и лекарства от рака тоже уберем патенты, и уберем патенты на все исследования, которые связаны с процессами старения и так далее. Ход здесь очень, конечно, неоднозначный, очень неоднозначный.
И я так думаю, здесь, скорее всего, просто закатывается пробный шар. Как это зайдет, не зайдет. На самом деле, как бы устранение патентов даже по таким очень важным вещам, как вакцины, то есть патентную защиту, оно для капиталистической экономики может сыграть очень непростую, неоднозначную роль. Потому что где гарантия, что завтра таким же образом не скажут, а давайте уберем там патенты с электромобилей или еще с чего-то. И поэтому вопрос в том, готов ли американский президент на самом деле открыть этот ящик Пандоры, или это просто какой-то хитрый ход. Так, друзья, ну давайте, наверное, начнем с того, что сегодня играет наиболее сильную, наиболее впечатляющую роль. Это, конечно же, криптовалюта. То, что происходит с эфириумом, это просто фантастика. Я не ждал такого быстрого и такого значительного роста. Полно новостей, вы даже, может быть, где-то видели такие, скажем так, полушутливые, полуправдивые утверждения о том, что даже Dogecoin, у него капитализация превысила Газпром. Ну, смех смехом, но на самом деле то, что мы наблюдаем, кто-то это воспринимает как надувание мыльных пузырей, новые тюльпаны и так далее. Но с моей точки зрения здесь вопрос не новых пузырей, хотя, конечно, оно пузырится. И вопрос, наверное, не какого-то фанатизма, связанного с теми людьми, которые свято верят в крипту. Тем не менее, должен отметить, что это просто новый технологический уклад. Когда приходит что-то новое, туда начинает все идти. Крипта – это новый технологический уклад. И, соответственно, в ближайшее время интерес и спрос к криптотехнологиям и криптовалютам будет только расти, потому что, по сути, это новый тип взаимоотношений, социального устройства, децентрализация, когда не нужны никакие конечные структуры для управления, когда все децентрализуется, все распыляется, и сама система, сама технология позволяет таким образом управлять как финансовой системой, так и социальной. Так, друзья, ну возвращаясь к эфириуму, дневной таймфрейм, улетел он из канала, нафиг улетел. Что я могу сказать? Ну сейчас цель движения находится на 5000. Может он туда сходить? Может. В каком случае не пойдет? Он не пойдет в том случае, если будет коррекционный откат и пробитие 3000-2900. В этой ситуации начнется сильная просадка и, возможно, даже мы увидим возврат на 2165 и даже ниже. Если такого движения в ближайшее время не возникнет, то не за горами движение на 5000. Так, далее американские трежеры, дневной таймфрейм, залегли они в боковик, и пока они никому ничем не угрожают. Но есть еще другой показатель. Это Baltic Dry. Я ставлю месячный график, и мы с вами видим, что он успешно закрепился выше 3000. И, соответственно, сейчас у него цель движения находится в районе 4200-4500. Вот сюда вот. Это движение абсолютно не позитивное с моей точки зрения. Потому что это движение – это усиленный разгон инфляции издержек, о которой я неоднократно говорил. Во всем мире уже рисуют картины голодных бунтов, мятежей и революций, которые вызваны подорожанием еды. Ну, в принципе, такое нельзя исключать, по крайней мере, в странах, которые не относятся к так называемому золотому миллиарду. Так, друзья, китайский фондовый рынок ушел в боковик и торгуется в боковике. Завтра, я думаю, будет определенно, сейчас и пробьет, не пробьет 5040, 5000 ровно. Соответственно, если диапазон устоит, то на следующей неделе мы увидим попытку отскока и движения на 5300. Если таки мы этот пробой получим, то welcome движение на 4900. Так, немецкий индекс DAX сегодня пытается взять реванш. То ли так успешно Центробанк свою монетарную политику заявил, то ли Ангела Меркель стукнула кулаком по столу и сказала Байдену: нет, мы не разрешим отменять патенты на вакцины. Так, друзья, далее S&P. Ну, S&P пытается удержаться на хаях, но, по-моему, все-таки здесь мы были свидетелями разворота. Скорее всего, вот если в ближайшее время, ближайшую неделю, следующую, не будет нового хая и закрепления на этом новом хае, то все готово, хворост высушен для того, чтобы упала искра. Но здесь опять же, видите, здесь идет борьба, бесконечная борьба противоположностей. С одной стороны неограниченно печатают деньги, с другой стороны
экономика восстанавливается наперекосяк, инфляция и издержек просто все захлебывается от нее. При этом масса людей и фондов, которые все это дело шортят. И вот этот вот адский коктейль, он мешает нормально по-человечески скорректироваться. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, VIX залег в боковик. Так, друзья, далее индекс доллара, но сегодня ЕЦБ его заболтал, и поэтому, если сегодня или завтра вот это движение продолжится и будет пробой 90,83, то мы увидим продолжение движения по направлению на 89. Но если эта ситуация не разрешится пробоем на этой неделе, весьма вероятно на следующей мы уже увидим штурм и пробитие 91,5. Так, друзья, далее золото. Но золото, оно полетело, оно пробило 1800, закрепляется выше 1800. Теперь у нас цель движения находится в районе 1854, значение, которое мы неоднократно с вами наблюдали. И сегодня у нас стоит вопрос, удержится, не удержится выше 1800. Но у нас есть промежуточный уровень, который 1807-1805. Если этот уровень не пробивается, то золото удержится, и оно завтра пойдет уже более быстрыми шагами по направлению к 1854. Так, друзья, нефть. Но никто не будет отрицать, что по нефти идет растущий тренд. 70 мы потрогали, но не закрепились. Сейчас, соответственно, у нас возникает вопрос, будет ли коррекционный откат, который пробьет 66,3 или не будет. Если такой откат происходит, то вот вся эта конструкция, она заканчивается и нефть возвращается в район 62,5. Если такого пробития здесь не происходит, то мы сейчас набираем сил и идем, следующая точка движения, у нас пробитие уже 71,5 и уход на 75. Если ориентироваться на часовик по нефти, то у нас сейчас идет попытка пробить 67,7. Вот здесь вот уровень проходит. Соответственно, если этот уровень будет пробит, то нефть уже сегодня откатывается, цель движения в районе 66,3. Если пробой здесь не возникает, то мы сегодня вечером уходим на 68,8. Так, друзья, далее евро-доллар, который, в общем-то, по сути, наша главная скрепа в текущих условиях. Дневной таймфрейм беру. Смотрите, вчера покололи 1,1991, но уровень устоял. И на сегодня сейчас развивается движение, цель его потестить и пробить 1,2078. Если мы сегодня этот уровень возьмем, то это будет очень хорошо, потому что завтра будет следующий цикл движения, цель которого 1,22. Если мы его не возьмем, тоже ничего страшного, остаемся в этом диапазоне. Страшно здесь только в том случае, если пойдет движение вниз и произойдет пробитие 1,1991. Взятие этого уровня приведет к тому, что здесь начнется очень мощный коррекционный откат, и цель его будет 1,1750. Пока мне в такое не особо верится. Сейчас как бы с учетом вот всей этой конструкции здесь в большей степени приходит на ум отбой и движение наверх. Так, ну вот если переходить на часовик, сейчас возьмем часовик по ряду причин. Здесь по сути у нас произошел разворот. И соответственно сейчас должно идти движение, цель которого в районе 1,2. Но вот это движение вниз, оно сейчас забуксовало. Если в ближайший час-два 1,2035 мы не пробиваем, то мы здесь закрепляемся и будем отсюда отскакивать и идти наверх. Так, друзья, далее доллар-рубль, месячный таймфрейм. Ситуация очень интересная. Нефть фактически, считайте, уже 70. Но никакого укрепления нету. Но это движение, это просто ерунда. Даже если мы перейдем с вами, это был месячный, сейчас дневной таймфрейм, то при такой нефти мы уже давно должны были пробить 72,5 и идти на 68,5-69. Но как вы сами видите, несмотря на то, что весна, несмотря на то, что такая нефть, у нас полнофункционального укрепления рубля не происходит. Поэтому в ближайшее время, если у нас вот этот уровень не будет взят, вот этот диапазон 74,3, 74,05, то нас ждет отсюда бурный отскок и движение доллара на 75,5. Но если все-таки этот пробой у нас происходит,
то у нас первая цель движения находится вот на этой желтой линии, это 73.15. Опять же, что касается доллар-рубль, я придерживаюсь точки зрения, что есть только две твердые валюты, это доллар и эфириум. Шучу, доллар. И, соответственно, то есть на текущий момент никто ничего крепче доллара не изобрел. То, что он падает, прекрасно. Локально сейчас действительно здесь есть все условия для того, чтобы мы потестили вот этот уровень, если мы рассматриваем часовой таймфрейм. Но уже сейчас на текущих значениях здесь прорисовывается картина, что если вот сегодня не будет движения с пробоем 74,2, то весьма вероятно у нас здесь произойдет отскок, и в идеале цель этого отскока будет в районе 75-74,9. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, июньский фьючерс. Ну, смотрите, вот мы уже приблизились к цели, которая 155 880. Дальше здесь у нас либо пробитие и следующая цель движения, которая отсюда у нас складывается, это 164 тысячи, либо нас здесь ждет волшебный разворот и откат сразу на 135. Ну, в общем-то, переходя на дневной таймфрейм, мы с вами видим, что действительно здесь уже назрела ситуация, когда в ближайшее время здесь будет разрешение, и скорее всего это приведет к коррекционному откату, хотя бы небольшому. Завтра у нас пятница, и будут фикситься под конец недели, ну и тем более там выходные, по-моему, 3 дня, если не ошибаюсь. Все условия для того, чтобы немножко отвалиться. Так, друзья, ну и вот часовой таймфрейм, переходим в часовой таймфрейм. Все, у нас здесь рост уже идет совсем нехотя. И если сегодня мы не повторяем подвиг Геракла с пробитием 153 тысячи, то сегодня весьма вероятно закрытие будет в районе 151 700. Если таки здесь происходит пробой, то цель движения будет в районе 155 500. Пока я здесь в пробой не верю, я думаю, более вероятно сейчас 19.45 мы с легонца развернемся и спикируем на 152 тысячи, а в идеале вообще на 151. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, отдыха, радости, жизни и всего наилучшего.